Добрый день, меня зовут Виктория, вы на канале Таро от Вики. Сегодня будет расклад для мужчин, но не только для мужчин, женщины также его могут посмотреть. Будем смотреть с вами расклад 4 королевы на отношение к вам женщины. То есть вы можете выбрать одну свою избранницу, либо если вы на стадии знакомств и у вас есть варианты выбора, вы можете загадать несколько королев, можете, знаете, по изображению на карте выбирать, можете выбирать по стихиям. Пока я тасую колоду, ищу королев, поясню также для женщин. Вы можете смотреть данный расклад, который в основном будет предназначен у меня для мужчин, для того, чтобы посмотреть, какая вы его глазами и как он видит вас. Просто всю трактовку применяйте на себя. А также скажу, что значит, у нас масть Пентаклей, королева Пентаклей, вот она, кстати, обозначает по гороскопу земную стихию, знаки зодиака земной стихии. Это Телец, Дева, Козерог, королева жезлов у нас огненная стихия, это Овен, Лев, Стрелец. Дальше королева кубков, водная стихия, это Рак, Скорпион, Рыбы. И ищем королеву мечей, которая представляет у нас воздушную стихию, которая у нас спряталась дальше всех, а следовательно, наверное, будет сегодня самый загадочный. Кстати, обратим на это внимание. Стихия воздуха — это Близнецы, Весы, Водолей. Давайте я вам сейчас покажу поближе. Колода несколько мультяшная, но, может быть, найдете какие-то характерные черты для вашей избранницы, для загаданной женщины. Давайте буду показывать по одной. Королева Пентаклей, королева жезлов, королева кубков и королева мечей. Итак, давайте делать расклад в порядке, в том, как у нас королевы выпадали. Кто вперед просился, тот вперед у нас и выскочит. Сначала вот так у нас пентаклевая выпадала, жезловая, кубковая и мечевая. Давайте мы их пока в сторонку уберем и посмотрим. Сначала давайте посмотрим характеристику данной загаданной женщины. Ну, женщина, опять, если вы будете смотреть, смотрите это вы глазами мужчины будете. Ну, основной расклад, конечно, для мужчин, поэтому буду трактовать именно для мужчин сегодня. Итак, давайте посмотрим основные черты загаданной партнерши, избранницы. Что у нас здесь будет? Паж жезлов. Ну, скорее всего, это активная молодая женщина. Ну, если уже женщина в возрасте ваша избранница, то все равно она активная и все равно она молодая. Либо внешним видом очень молодо выглядит, выглядит гораздо моложе своего возраста, либо молодая душой. То есть это человек легкий на подъем, человек, который всегда горит какими-то новыми идеями, может делиться ими с людьми. Ну, довольно, я бы сказала, довольно открытый человек, общительный. Именно этим она может, кстати, привлекать других людей, в том числе и мужчин, может располагать к себе. Такой обладает харизмой, знаете, может быть, беззаботности, так как Паш у нас карта молодого человека, то это именно вот такая активная молодая энергия исходит. Так, что еще? Давайте посмотрим. Колесо фортуны. Кстати, человек может быть переменчивый, но это его не портит. Может быть немножечко человеком настроение, но в целом, опять же говорю, характер не портит. Скорее это именно от того, что много активности у человека. Может, знаете, быстро начинать одно дело, бросать, не доводить до конца и начинать другое. Поэтому вот колесо у нас все время крутится, так и у нас женщина. Может быть, кстати, немножко как белка в колесе, если так вот прямо трактовать. Ну, то есть это какой-то переменчивый немножко характер. Может быть, немножко вот... Кстати, присутствует такая инфантильность. Оттуда, знаете, куда ветер подует, туда и я сегодня. Вот откуда повеяло или куда повеяло, туда и я. Но, в принципе, это неплохо для тех, кто
всегда хочет оставаться в тренде и следует веянием современности. Вот так вот можно сказать. Это что-то такое молодое, активное, всегда стремлюсь. Вот все. Где все, там и я. Где вот не будет человек сидеть где-то там в тишине. Вот он всегда будет где все. Где какой-то концерт, мероприятие, человек всегда будет там. То есть вот его интересует активное мероприятие. Здесь вот у нас даже изображен это как парк развлечений. Да, вот где все, там и я, где весело, там и я, чтобы мне тоже душой было хорошо и весело. Давайте еще что-то посмотрим. Рыцарь кубков. Может быть, довольно влюбчивая, кстати. И вот опять же скажу, наверное, своей молодостью, вот этой душой привлекает к себе людей, в том числе мужчин. Может быть, она и вас привлекла именно тем, что вот она такая легкая, воздушная. Кстати, несмотря на загаданную пентаклевую масть, именно человек здесь проявился вот как такой вот легкий. Если вы конкретно привязывались к стихии, стихия это у нас с Земли всегда что-то пассивное, неспешное, домашнее, ну, здесь вот все-таки характер проявляется вот так вот, может быть, более активно, чем зодиаки земной стихии привыкли себя проявлять. То есть в данный момент она вот такая, она активная, ей все хочется, везде хочется успеть, набраться каких-то новых впечатлений, которые наполнят ее эмоционально. То есть этот человек всегда, либо сейчас находится вот в таком эмоциональном подъеме. Ну, сейчас мы описали девушку, женщину, и если эта к вам характеристика подходит, то смотрите дальше, если нет, то, может быть, загадайте другую королеву. Так, а мы смотрим дальше. Мысли, чувства, действия. Итак, мысли. Что она думает о вас? Ну, смотрите, человек ресурсный, как сейчас принято говорить. Возможно, вы состоятельный человек, в достатке. Вы также ее привлекаете тем, что можете ей эти развлечения обеспечить. Да? Ну, будем прямо говорить. Возможно, она знает о вашем хорошем финансовом состоянии. Она знает, что вы можете, вот, скажем так, реализовать ее планы. Люблю, куплю, поеду, да, вот это может ее привлекать. Вот она думает об этом, да, это в первую очередь ее мысли. То есть она видит в вас человека, в том числе, который может обеспечить семью. Если вы на новую знакомую загадываете, то имейте в виду, что она вас может оценивать в первую очередь по вашему социальному статусу, по вашему внешнему виду, по вашему костюму, по вашим манерам поведения. То есть она все оценивает внешне, пока она не лезет в ваш внутренний мир, не смотрит ваш внутренний мир. Она более оценивает то, как не то, что вы говорите, а то, как вы делаете, то, что вы действуете, то, как вы действуете. То есть она судит не по словам, а по делам. Говорить вы ей можете все что угодно, но она будет смотреть, а действительно ли это так. То, что вы ей, может быть, пообещали, а выполнили ли вы это уже или собираетесь ли это выполнять. То есть она более смотрит, более поверхностно пока на вас смотрит. Давайте посмотрим чувства. Какие у нее к вам чувства. Смотрите каждый по своей ситуации. К новой знакомой тут все, в принципе, вполне объяснимо. Если эти отношения долгие, то, значит, они дошли до такой стадии, когда вот пришло время подумать именно о материальных вещах. Да, именно о том, чтобы найти средства для отдыха, развлечений. И она думает, способны ли вы ей это обеспечить. Поэтому смотрите, подбирайте ответ под себя, в зависимости от длительности ваших отношений. Чувства. Пятерка кубков. Ну вот смотрите, что-то тут девушка загрустила, какое-то разочарование у нее наступило. Возможно, она сомневается в том, как вы к ней относитесь. Может быть, она сомневается в ваших чувствах здесь. То есть она здесь чем-то опечалена. Давайте посмотрим, чем. Это же ведь может быть и измена с вашей стороны, это может быть и невнимание с вашей стороны. Давайте посмотрим. Тут девушка в расстроенных чувствах, несмотря на свою легкость и активность. Давайте посмотрим, чем она расстроена. Вот она расстроена материальным положением. Здесь все четко и понятно. Если вы не можете ей обеспечить тот уровень жизни, который она желает, ну,
Тут может, знаете, подойти поговорка «любовная лодка разбилась о быт». То есть ей важнее материальное, чем чувство. Ну, также она может переживать все-таки по поводу того, что ваши чувства к ней охладели, либо они недостаточно сильные, как она думала, либо как ей хотелось. Здесь вот у нас идет упор на материальный мир, и как следствие ее поведения, как я уже сказала, оно нелогичное для земной стихии. Как следствие ее поведения, вот это может быть несколько ветренности, или когда она может вести себя моложе, чем она есть по своему возрасту, да, то есть что-то, ну, какие-то совершать поступки, которые уже ей не по возрасту, там, надеть слишком короткую юбку, либо там, ну, я не знаю, вдруг начать танцевать, когда она никогда этого не делает, ну, что-то такие какие-то вещи, да, то это, возможно, как вариант ухода от своих переживаний. То есть она занимает саму себя, может развлекать сама себя, так как считает, что вы не можете ей обеспечить этого. Здесь, да, здесь у нас такая женщина, любящая подарки, да, любящая, чтобы все было так основательно, которая считает, что отношения, они должны строиться именно уже на сложившейся материальной базе. И давайте посмотрим, как она себя будет в данном случае вести по отношению к вам. Восьмерка кубков. Ну, смотрите, я думаю, вы уже сами догадались, но вариантов здесь опять несколько. Во-первых, она может просто уйти к другим берегам, искать там то, что ей нужно. Это один вариант. Второй вариант, она может просто эмоционально от вас отстраниться и дальше заниматься своими развлечениями, увеселениями сама. Может, кстати, так как она пентаклевая королева, она может сама себе изыскать денежные средства на свои развлечения, поэтому она может искать их там. Но в любом случае здесь, знаете, вариант такой отстраненный. Как бы я здесь не вижу никаких амурных карт, которые говорят о счастливой любви. Скорее всего, это либо если это очень молодая девушка, ей действительно нужны от вас подарки, развлечения. Если уже сложившаяся пара с длительными отношениями, просто пришел тот период, когда она, возможно, устала и хочет отдохнуть, потому что ей действительно нужны развлечения, подарки, внимание. В настоящий момент вы не можете ей обеспечить всего того, чего она хочет. Кстати, возможно, она хочет слишком многого, всего и сразу. Это не означает, что она там... Варианты есть. Может и означать, может и нет. То есть она может всегда себя так вести, она может всегда обладать такими повышенными запросами к постоянным поездкам, развлечениям, отпускам, дорогим подаркам. Другой вариант, именно сейчас, в данный момент, ей хочется всего очень много, а все сразу вы ей не можете позволить купить. Но здесь она именно будет оценивать вас так, что вот если вы будете выполнять ее желания, то тогда, наверное, отношения будут налаживаться. Если вы не будете исполнять желание, то она будет расстраиваться, будет думать, что вы, наверное, ее не любите и как-то не заботитесь и не стараетесь вот ей угодить. Ну, вариант, я думаю, очень распространенный в наше время. Что еще сказать? Ну, здесь вот так вот у нас. Здесь как вариант лучшие друзья девушки — это бриллианты. Это вот про этот вариант, про первый. Спасибо за просмотр. Пишите ваше мнение, совпало, не совпало. Мы перейдем, скажем спасибо пентаклевой королеве в любом случае. Мы перейдем к королеве жезлов. Ну, смотрите, если вы привязываетесь к стихии, в данном случае стихия огня, это уже говорит о том, что королева активна. Если вы не привязаны, дальше просто смотрите описание характера. Итак, мы сейчас спросим, какая это женщина, какой у нее характер, что еще расскажут нам карты о ней. Какая она? Карта мир.
Но это женщина, в первую очередь, обладающая очень широким мировоззрением. Ей интересно все, абсолютно все, все и вся. Ей очень важно быть на гребне волны. То есть ей очень важно обладать последней информацией из всех сфер жизни. Вот здесь в середине она как бы держит земной шар в руках, то есть она должна владеть полностью всей информацией, всеми знаниями, всеми навыками. Не исключено, кстати, у нее действительно много навыков, но это очень, в принципе, хорошо соотносится с огненной мастью, с королевой жезлов. То есть это человек активный, действительно человек, который статичный, он не может или не хочет быть, знаете, в 3 местах сразу. А здесь девушка, женщина действительно хочет все знать, хочет все уметь, и вокруг нее вот здесь вот представители тоже всех у нас стихий. Кстати, это карта, вот здесь человек, у нас орел, лев и бык. Это как символы, ну, немножко здесь мультяшные. Символ сфинкса, да, вы же знаете, знать, уметь, дерзать, и что там еще? 4, да, пишите, кто помнит. То есть вот это все про нее. И молчать, наверное, да, молчать о том, что знаешь, умеешь, и о том, что ты способен, вот так вот скажем, да. То есть это очень активный человек. Это, знаете, как может быть энциклопедия, что не спросишь, все знает. Может быть очень эрудированная, либо имеет собственное мнение по любому вопросу. Слово «не знаю» вы от нее вряд ли дождетесь, лишь только в том случае, когда она не хочет об этом говорить. Вот когда она не хочет что-то вам отвечать, она может тогда сказать «не знаю». Да, тогда может промолчать и сказать «не знаю». Ну, скорее всего, знает, имейте в виду, просто не хочет говорить. Что еще про характер? 3 кубков. Веселый человек, любит быть в компании, любит праздники, да? Любит общение, любит знакомство, может быть гостеприимная. Так, я думаю, по этой карте достаточно. Давайте еще спросим. Ну, естественно, любит общение. Она как раз от других людей может черпать информацию, которую она хочет знать. Очень романтичная, кстати, может быть женственная, несмотря на свою активность такую. Это не как в фильме «И вот чешет на работу». Она может нестись как огонь, как куда-то, как гром и молния, но она всегда при этом будет следить за собой. Может быть, в одежде, кстати, очень такой романтичный образ. Может предпочитать платье, чем, например, брючный костюм. Но это все что-то женственное, это могут быть длинные волосы, ну, либо очень женственная манера поведения, несмотря на такую вот пылкую активность и любознательность. То есть можете по первому впечатлению не понять. Может создаваться впечатление такой романтической особы, но на самом деле она вот приятно удивит вас именно своим широким кругозором. Ну, если это вам, конечно, интересно. Ну, вообще такая женщина. Есть с ней о чем поговорить. И можно на нее в то же время полюбоваться, да, потому что у нас мужчины любят глазами в первую очередь, поэтому и поговорить будет о чем, и, ну, и глаз не отвести. Это тоже про нее. Давайте посмотрим, что она думает о вас. 10 кубков. Она как раз может вполне думать о том, что вы можете составить ее семейную пару, ее семейное счастье. То есть она видит вас как потенциального избранника. И при том, имейте в виду, если вы ищете легких отношений, девушка серьезная, девушка настроена на семью. Если в ваш план это не входит, то лучше отношения с ней не продолжать. Я думаю, что она, если вы задумаете ее обмануть, она вас быстро раскусит, потому что либо общие друзья, либо ее интуиция. То есть она здесь очень начитана, очень сведущая во всем. То есть может про вас узнать, если вы несерьезно будете к ней относиться. Поэтому мысли только на создание серьезных отношений у нее. Если это уже сложившаяся пара, ну, значит, она думает о том, какой ей хороший достался супруг, партнер, муж. То есть у нее очень позитивные мысли о вас. Она с вами рядом счастлива, довольна. И в общем-то, тут мир и лад, семейная карта. Поэтому
Обращайте внимание на это, если вы только познакомились. Дальше чувства. Тройка пентаклей. Тройка пентаклей — это карта мастерства. Это похоже на карту работы с восьмеркой пентаклей, но здесь это именно мастерство. Это когда мы уже получили достаточный багаж знаний, достаточный опыт в нашем деле. В данном случае в амурных наших делах, вопросах и в чувствах человек, карта говорит о том, что человек, в данном случае наша выбранная королева жезлов, постоянно работает над отношениями. Она постоянно старается привнести что-то новое в отношениях. То есть эта женщина, конечно, обладая таким кругозором, она будет всегда знать и уметь, как эти отношения поддержать, сохранить, продолжить, вот сохранить семью, союз. То есть это человек, который всегда будет стараться по кирпичикам строить ваши отношения. И опять же, смотрите, если эта новая избранница может вас удивить многим, да, в плане личных отношений, там, чем конкретно узнаете сами. Если это избранница, ваша супруга, жена, с которой вы долго в отношениях, скорее человек, с кем вам до сих пор не бывает скучно. Неважно, сколько вы прожили вместе, 3 года, 5 лет, 10 лет, больше. То есть всегда человек поддерживает этот огонь чувств и знает, как это сделать по карте мастерства. Да? Как она ведет себя по отношению к вам? Или поведет себя? Какое будет ее поведение относительно вас? Четверка пентаклей. Ну, она вами очень дорожит, вы ее сокровище, она этого не скрывает. Это, опять же, больше подходит для тех, кто давно в паре. И, естественно, она вами дорожит, поэтому она и будет делать все для того, чтобы эти отношения поддерживать, сохранять, поддерживать в них интерес, огонь и страсть. Если это новая, знакомая, я думаю, что вы ей очень приглянулись, и она будет стараться вас также завоевать своими женскими чарами. То есть это, видите, здесь человек схватил свое сокровище, добро никому не отдаст. И мало того, и в мыслях есть карта семьи, поэтому она, ну, я могу сказать, так на вас довольно-таки нацелилась. Она много приложит усилий для того, чтобы ваш союз развивался, то есть ваши отношения развивались, особенно новые, либо хранить союз как зеницу ока, если он у вас уже длится достаточное время. Я думаю, что достаточно по описанию для данной королевы. Скажем спасибо королеве жезлов. Пишите ваше мнение, совпало у вас, не совпало, что вы думаете по этому поводу. А мы переходим к королеве кубков. Кто, когда загадывал даму сердца, придерживался зодиака и стихий, то повторю, что кубковая масть — это масть воды, это эмоции, это романтика, это чувствительность, может быть, иногда излишне эмоциональная женщина, такое восторженная, может быть, мягкая, вот все о ней. И, ну, если кто к масти не привязывался, давайте дальше раскрывать характер. Итак, королева кубков. Какая она сама есть, какой ее характер, что она любит, что не любит. Так, король мечей. Смотрите, несмотря на то, что очень чувствительная девушка по водной масти, она имеет внутренний довольно-таки твердый стержень, и здесь очень подходит к ней описание нордического характера. То есть эта девушка, если из стихии воды масти, это какой-то, знаете, северный ледовитый океан, или, может быть, снежная королева. То есть, скорее всего, чтобы завоевать эту девушку, нужно растопить ее сердце. Да? Мне вот здесь подходит это что-то там ледники, Исландия, снежная королева, Норвегия. Это вот какая-то такая девушка северная, северных морей, холодных. Ну, давайте посмотрим дальше, что еще. Это такая твердая девушка, несмотря на, может быть, свою женственность, несмотря, может быть, на свой
свою миловидную внешность, знаете, может быть, как и по масти, и по вот этому описанию. Это, скорее всего, светлые волосы, но если это не так, то есть это что-то, ну, какой-то романтичный образ. Несмотря на это, она довольно твердая. Либо, если вы в соцсетях с ней познакомились, фотография, скорее всего, не отражает ее действительной сути. Девушка знает, чего она хочет, и может только внешне проявлять себя одним образом, а на самом деле быть внутри другой, противоположной. Что еще можно сказать о ней? Звезда. Девушка очень мечтательная, это соотносится с кубковой мастью. Кроме того, она может быть не просто мечтательная по старшему аркану, потому как есть карта иллюзий, 7 кубков, вот там действительно мечты из разряда фантазий. А здесь старший аркан, звезда, и это мечты, которые она действительно хочет воплотить в жизнь. Это очень соотносится вот с этим ее твердым характером, нордическим, как я уже сказала, да. Она очень настроена воплотить все свои мечты в реальность. То есть уже очень целеустремленная. И действительно ее мечты, желания ее сейчас сильно заботят. Что еще? Карта мира выпадала у предыдущей. Королева жезлов такая карта. Также девушка может быть любознательная. Она может, знаете, ее желания могут возникать после того, как она изучает мир. Она может, знаете, как вариант мечтать переехать в другую страну. Да, карта арканы старшие, серьезные, действительно. Именно мечта о мирах, да, о каких-то. И вот тут земной шар у нас изображен. И, знаете, она настолько сильно поглощена этой идеей, что для этого она готова сделать все. Очень, очень настроена. Я скажу так, что здесь она полностью поглощена своими мечтами, фантазиями, которые она хочет претворить в жизнь. И это сейчас больше всего занимает ее. Либо, вы знаете, это как вариант, она хочет стать довольно популярной, как будто она хочет прославиться, чтобы все на нее смотрели, чтобы все они знали, чтобы все они восхищались. Это вот смотрите, что-то мечты связаны с чем-то глобальным, как я уже сказала, либо это переезд, либо это популярность, известность, признание большого круга лиц по карте мир и уверенность в исполнении своей мечты. И также, смотрите, я думаю, что не беспочвенные здесь ее мечты. Я думаю, что она имеет какие-то на эти основания. Либо, как вариант, хочет использовать мужчину, чтобы добиться своей цели. Кстати, такое тоже возможно. Но прежде всего мы смотрим характер, поэтому прежде всего эта карта все-таки говорит о ее характере, но не отменяет конкретного человека, который участвует в ее судьбе. Кстати, возможно, в ее жизни есть такой человек. Возможно, это ваш соперник. Да, король мечей. Это часто показывает на соперника. Поэтому у этой девушки, которая так себя высоко довольно ставит, имейте в виду, что у нее может быть кто-то еще, кроме вас. Смотрим, что она думает о вас. Ну, это у нас такая звезда, действительно, вот карта звезды. Это девушка-звезда. Какая-то такая. Она может быть уже сейчас популярная. У нее сейчас уже может быть много поклонников. Вот что сейчас. Смотрите на. Это такая довольно-таки... Как подобрать слова? Не просто ее будет завоевать, вам не просто. Что она думает о вас? 5 кубков. Ну что-то опять, какое-то разочарование. Давайте посмотрим сразу, в чем 6 кубков. Такое ощущение, что по 6 кубков. 6 кубков это прошлое. Может быть, у вас уже были с ней отношения, может быть, вы загадываете бывшую партнершу. Либо разочарование, смотрите, либо это ваша бывшая партнерша, на которую вы смотрите, очень может быть, и она уже в вас когда-то разочаровалась. Либо, если вы не были в отношениях с данной женщиной, это может означать, что она вас уже поняла, то, какой вы есть, и
по прошлому опыту она уже может понять для себя, что вы ей вряд ли подойдете. Вот смотрите, здесь мысли-то не очень, честно говоря. Мысли о том, что как бы, ну, мы это уже все проходили. Вот такие могут быть мысли относительно вас. Особенно, если вы, как я уже сказала, если вы уже состояли в отношениях. Типа, ну, немножко такой жаргон даже выскочил. Но имейте в виду, что, наверное, не просто так. Ну, уже видели, уже знаем. Вот такие у нее мысли о вас. Давайте посмотрим чувства. Чувства. Тройка жезлов. Ну, здесь такая ситуация. Пошло у нас, да, отсюда два варианта пошло. Если действительно были прошлые отношения, не исключено, что девушка, ну, хотела бы, в душе хотела бы попробовать, может быть, их возобновить, если они уже были. То есть все-таки какой-то интерес вы для нее представляете. Опять же, здесь ярких чувств, влюбленности нет. То есть если это бывшие уже былые когда-то чувства, возможно, она бы хотела их возобновить. Если, как я сказала, вы партнер, в котором, ну, если она с вами познакомилась, узнала немножко ваш характер и сомневаться начала в том, что, ну, наверное, опять вот вряд ли у меня с таким человеком могут сложиться отношения, потому что когда-то я такое уже проходила. Все здесь упирается в прошлое. Но все-таки хочется попробовать, да, может быть, в этот раз сложится по-другому. Здесь вот опять развилка влево-вправо. Но, может быть, вот в прошлый раз не удалось, а в этот раз удастся. То есть какое-то внутреннее желание попробовать есть. Вот сердце хочет, а голова говорит ей нет. Опять же, большой любви не вижу. Ну, давайте посмотрим, как она себя при всем при этом тогда будет вести по отношению к вам. Туз кубков. Ну, она может быть с вами мила. Вам может показаться, что она в вас влюблена. Может быть, вы уже это знаете все равно по прошлым отношениям, да, если опять же смотреть, у нас тут расклад разделился на два. То есть она, ну, в любом случае, при общении с вами она будет мила, добра, как она есть, королева кубков. Каких-то резких там фраз вы от нее не услышите. Но имейте в виду, что вот в голове у нее сомнения, разочарования по поводу развития вашего романа. Давайте тут дополним, что еще, как она будет себя вести. Луна. Но она боится, вот опять она боится, что что-то пойдет не так. Она в этих отношениях просто, проще говоря, сомневается. Оттого она может присматриваться к вашему сопернику, либо там другим мужчинам, либо у нее уже он сейчас есть. Но все-таки, конечно, симпатия есть к вам, симпатия есть, но есть сомнения относительно вас. Сомнения и страхи. Ну, страхи, я уже сказала, с чем могут быть связаны. Либо с тем, что ваши отношения уже были, в прошлом уже был роман, либо у нее уже был такой опыт. Может быть, вы у нее ассоциируетесь с каким-то человеком из вашего прошлого, и она боится, что тот неудачный роман повторится с вами снова, потому что ваша модель поведения может быть похожа на модель поведения того партнера из ее прошлого. Вот такой расклад на кубковую королеву. Довольно-таки сложный. Давайте, знаете, еще что дополним. Стоит ли вам за нее бороться? Стоит ли, вот, потому что расклад сложный, отношения сложные, стоит ли вам за нее бороться? Да, стоит. Можете попробовать. Тем более, что есть у нее в душе такой, знаете, как говорят, как при гадании, особенно 36 игральных карт, говорят, что под сердцем. Есть у нее под сердцем чувство, и есть у вас шанс ее завоевать. Но, тем более, что переживание в мыслях говорит о том, что она к вам не безразлична все-таки. Не могу сказать, что прям там какие-то неземные чувства, но интерес есть. Иногда может она вас думать, вспоминать, но вот в отношениях сомневается. Если вы докажете ей, что вы ее достойны, то тогда да. Так что можете попробовать ее завоевать, если хотите. Так, спасибо, скажем, королеве кубков. И перейдем к королеве мечей. Повторяю, что масть мечей – это стихия воздуха. Если кто-то загадывал по гороскопу,
Значит, и у нас мечевая масть — это, безусловно, девушка рассудительная, знающая того, чего она хочет. То есть даже если она молодая, она, знаете, не ветреная, не инфантильная, может быть строгая во внешнем виде, в одежде, в манерах поведения. Ну и также может не показывать то, что у нее есть внутри. Тоже может быть королева с таким стойким нордическим характером. Ну, давайте посмотрим конкретно. Если вы не привязываетесь к стихиям, к мастям, давайте посмотрим ее характер. Карта влюбленных выпала. Ну, первое, что приходит в голову, может говорить о том, что девушка влюблена сейчас. Второй вариант, то, что она может стоять перед выбором, сама может, вот если вы выбираете из нескольких девушек, из 4, из 2, из 3, из одной даже, стоит или не стоит быть с ней, она точно так же может сейчас выбирать. Карта несколько, знаете, противоречивая, все-таки влюблена она или нет, может быть, она сама не знает, в кого она влюблена, но сейчас ее мысли занимают именно любовные отношения. Так что вот нашу холодную королеву мечей сейчас занимают мысли о чувствах. Дальше посмотрим, а у вас ли эти мысли или нет. Давайте посмотрим еще для начала, что покажет карта о ее характере. Десятка жезлов. Ну, характер тяжелый, да. Тут тяжелый характер. Она будет всегда стоять на своем, всегда отстаивать свою точку зрения. Если у вас при общении возникнет вопрос о том, в какое кафе идти, номер 1 или номер 2, она всегда настоит на своем, например, номер 1. Или туда, или никуда. Или мы идем или едем туда, куда она скажет, или мы не едем никуда вообще. То есть довольно тяжелый характер у человека. Может быть властная. Это может быть девушка, которая будет локомотивом в отношениях, то есть будет доминировать. Возможно, ей самой сейчас приходится нелегко. Если вы ее давно знаете, и поведение ей это не свойственно, в принципе, такое тяжелое, то она может сейчас себя так проявлять, потому что ей просто самой сейчас тяжело вследствие каких-то там жизненных обстоятельств, которые сейчас сложились. Но мы сейчас не об этом. Давайте еще третью карту посмотрим. Паж жезлов. Ну, также, по-моему, у королевы Пентаклей выпадала эта карта в описании характера. В принципе, это очень активный человек, который может быть молод душой, даже если он не очень молод годами. Ну или, в принципе, карта может характеризовать молодую активную девушку. Может быть, немножко сейчас загружена на работе, может быть, бытовые обстоятельства ее как-то закрутили, завернули. Но сейчас она, знаете, как, может быть, погрязла в каких-то делах и, может быть, не в настроении сейчас, но, тем не менее, вот она не забывает о любви, о своей влюбленности. То есть это, скорее всего, девушка сейчас влюблена. Также ей может быть тяжело от того, что она хочет и там успеть, везде, и дома, и на работе, и в личных отношениях. И, в принципе, этой энергии ее хватает, но вот она как-то начинает подуставать, может быть, немножко такая, знаете, вредная быть сейчас. Давайте посмотрим, что она думает о вас. О вас ли эта карта влюбленных? О вас ли она влюблена? Что она думает о вас? Да, она думает о вас. В принципе. Она надеется на счастливые отношения с вами. То есть ее влюбленность все-таки раскрылась здесь, в мыслях о вас. Именно о вас она сейчас думает. Давайте здесь дополним. Давайте, знаете, как... Ну, чего она хочет в мыслях, чего она хочет, что она о вас думает, да, то есть, в принципе, карты нам ответили, да, ну, я же спросила, не что она думает, а думает ли она о вас, думает, да, теперь мы спросим, что она думает о вас, что она еще думает о вас. Шестерка жезлов, ну, вот здесь само говорит, да, по-моему, изображение за себя, это карта свадьбы, то есть она нацелена на серьезные отношения, она, знаете, сейчас скажу так, она уверена в успехе. Очень может быть характерна позиция для тех, кто уже наметил дату свадьбы, либо сделал предложение. Она, кстати, может быть сейчас... На ней может быть груз мысли о том, знаете, как эту свадьбу организовать. Заказать там место проведения, что там еще, фотограф, торт, да, вот на ней вот это вот все сейчас может быть. Кстати, могут быть такие приятные заботы.
связанный с любовными отношениями. Очень может быть, что вы загадали свою невесту. Если это новая знакомая, она видит вас, своего будущего мужа, да, так и буду прямо говорить. Если это уже ваша супруга, жена, то она с вами счастлива в мыслях. Она считает, что она сделала правильный выбор и очень счастлива в отношениях с вами. Несмотря на то, что она такая холодная, она в мыслях очень тепло о вас думает. В принципе, все мысли хорошие. А вас шестерка жезлов — это успех. То есть она считает, что это удача для нее встретить такого человека, как вы. Давайте посмотрим чувства. Очень похоже на невесту, да, или невесту, или вот новобрачную, вот очень похоже на заботы, как вот, знаете, медовый месяц, вот эти вот все предсвадебные подготовки, вот здесь вот такое веет от расклада. Но если не свадьба, это не ваш вариант, то значит это вот все равно какие-то приятные события, мысли о вас и вот радость от общения с вами. Чувства. Рыцарь Пентаклей. Но знаете, в чувствах она может быть довольно сдержанная. То есть она не такая холодная, как у нас мечевая королева, она не снежная королева, как вот у нас выпадала предыдущая дама кубков. Она может говорить вам приятные слова, но о каких-то особых там, знаете, эмоциональных таких фраз, каких-то поступков, действий, каких-то там всплеск руками, нет, вы от нее не дождетесь такого. То есть чувства у нее есть, она будет их проявлять довольно активно по карте рыцаря все-таки, но пентаклевая масть — это всегда что-то сдерживающее. То есть она может просто себя вести, знаете, как поцелуй в ответ на поцелуй, объятие в ответ на объятие. Вряд ли она когда-то будет делать первые действия, первые шаги к вам, но она всегда ответит на ваши шаги. Поэтому имейте в виду, что здесь вы именно должны быть в отношениях лидера. То есть если вы будете проявлять к ней там внимание, симпатию, ласку, любовь, то она всегда ответит, но никогда не будет делать этого первой. То есть чувства, конечно, есть. И чувства такие, знаете, на стадии между зарождением и укреплением. То есть это уже такое что-то сложившееся. Здесь нет восторга букетного конфетного периода, но это что-то уже такое более зрелое. Более зрелое. Если это новая знакомая, ну, скорее всего, она чувствует к вам, чувствует, что вы человек такой, какого она искала, да, то есть уже заякориться, уже хочется заземлиться, то есть, наверное, вот человека она встретила такого, какого она хотела. Так что хоть здесь выпадает активная она по характеру, но вот по отношению к вам она всегда будет держать такое лицо, чтобы вы всегда проявлялись к ней первыми. И имейте в виду, что если вам кажется, что вы отдаете больше, а она меньше, это не означает, что она вас не любит. Это означает просто такое свойство ее характера. То есть всегда будет к вам также проявлять внимание, но только в ответ на ваши действия. Поэтому здесь даже вам совет, как мужчине, быть более активной к ней, проявлять большую заботу к ней, потому что вот она этого хочет. Она так чувствует, ей такие отношения именно нужны. Опять же, повторяю, это не означает, что она там вас не любит. Если вам кажется, что отдача от нее меньше, чем ваша отдача. Давайте посмотрим ваши действия по отношению к ней. Ваши действия. Вот оговорочка по Фрейду. Я, конечно, у всех смотрела ее действия по отношению к вам, но что сказала, то сказал, что спросила, то ответили мне карты. Ваши действия по отношению к ней. Быть императором, быть защитником, быть твердым, быть опорой для нее, да? Ну вот карты сами говорят. Да, вот, наверное, не случайно такая оговорочка. Я даже вот эти вот карты положу вместе. Быть защитником для нее. А тогда она будет проявлять соответственным образом и с вами. Давайте все-таки посмотрим ее действия по отношению к вам. Четверка кубков. Смотрите, выпадает пресыщение. Я думаю, что я здесь еще раз подытожу то, что я сказала уже ранее. Может ей здесь показаться, что она уже приложила достаточных усилий и больше не хочет проявлять, как бы отдавать себя. Она, возможно, действительно считает, что она в какой-то момент, может быть, возложив вот здесь вот на себя
много обязательств по десятке жезлов, она считает, что она уже достаточно много сделала, и пора ей просто передохнуть, и пора вот отдать бразды правления в ваши руки, чтобы уже теперь вы постарались и проявили вы свои действия как император. Я думаю, что, опять же, повторяться не буду, думаю, здесь уже все понятно. Она, наверное, ждет больше подтверждения теперь вашей любви, нежели проявления своих чувств какими-то действиями, поступками. Ну, поэтому, если вы готовы брать на себя ответственность, заботу, то именно таких отношений она и ждет. И тогда ваш союз сложится удачно. Если вы не готовы быть императором, ну, тогда, может быть, знаете, такое апатия некоторая может проявляться к вам. То есть она сейчас вот ждет. Теперь ваш выход, да, на театральную сцену. Теперь ваш выход. Теперь вот она ждет действия от вас. Такой был 4-й вариант. Скажем спасибо королеве мечей. Спасибо за просмотр вам. Пишите свои комментарии, что вы думаете по данному раскладу. Совпало у вас, не совпало. И дальше отписывайтесь, как будут развиваться отношения. Я думаю, все 4 варианта сегодня были довольно интересными, довольно информативными. Я думаю, что и совета много можно из них подчеркнуть как для женщин, так и для мужчин. Что еще? Ну, как всегда, спасибо за просмотр видео. Ставьте лайк, если вам понравился расклад. Пишите свои комментарии, подписывайтесь, кто не подписан. Я всегда рада новым подписчикам. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. И всем желаю найти своего спутника или спутницу жизни, чтобы пребывать с ним в хороших, счастливых отношениях. Всем спасибо, всем до свидания.